Вчера был день ухода Шрилы Локанатха Госвами. And on Thursday was the disappearance day of Srila Gopal Bhatta Goswami. А в четверг был день ухода Шрилы Гопал Бхатты Госвами. So the word Goswami means one who is able to control the senses. Слово Госвами означает тот, кто способен контролировать чувства. Go means the senses. Apart from other things, it means the senses. И одно из переводов слова «го» это означает чувство. Swami to control. И с вами это тот, кто контролирует. So to be a Goswami, a man or a woman can be. They have to learn how to control their senses. И мужчина и женщина могут быть Госвами. Для этого они должны научиться тому, как управлять своими чувствами. We have 5 knowledge-acquiring senses. У нас есть 5 познающих чувств. The eyes to see. Глаза видят. The ears hear. Уши слышат. The nose smells. Нос нюхает. Tongue tastes. Язык чувствует вкус. Sense of touch. И есть чувство прикосновения. And this is the 5 senses by which we acquire knowledge. И с помощью этих 5 чувств мы получаем знания. Now you answer me this question: which is the most important? И вы можете спросить, какое из чувств наиболее важное? To hear. Это слушать. You think that how did you acquire most knowledge? When you were young, it was to hear. Вы можете спросить, какое самое лучшее чувство, чтобы получить знания? Когда мы были еще юными, маленькими, мы слушали. For instance, at school, it is to hear. Например, в школе мы слушали. To communicate with people, you have to speak the language. Для того, чтобы общаться с другими людьми, нужно говорить на их языке. Like Russian. Например, на русском. So how do you learn Russian? You hear. И как можно выучить русский? Надо слушать. So hearing is more important than seeing or any of the other senses. И слушание более важно, чем другие чувства, чувство зрения и так далее. And Srila Bhaktisiddhanta said you don't see a Vaishnava, but you hear a Vaishnava. Шрила Бхактисиddhanta говорил, что нужно не только смотреть на Вайшнава, нужно слушать Вайшнава. People are very keen to take the prasad of the Vaishnava. Люди очень хотят принимать прасад, остатки пищи Вайшнава. You offer the food to Krishna, it is called prasad, mercy of the Lord. Когда мы предлагаем пищу Кришне, называется прасад, милость Господа. And then you offer it to the Vaishnava, the Guru, it's Maha Prasad. И когда мы предлагаем этот Махапрасад Гуру, Вайшнаву, то он становится Маха-Маха-прасад. But there's 2 types of Maha Prasad. Есть 2 типа Махапрасада. There is the remnants and the instructions. Один вид это остатки пищи, и второй это наставление. Both are from the mouth. И то, и другое исходит из уст. Which is more important? Какое из них более важное? The instructions. Наставление. Yes. This is Srila Prabhupada, our Guru, his main objection with the Christians. Это было одним из главных объектов возражений нашего духовного учителя Шрилы Прабхупады христианам. Is that the word Christian means a follower of Jesus Christ. Слово христианин означает последователь Иисуса Христа. To follow, you have to follow the instructions. И следовать означает следовать наставлениям. So, in Exodus it is said, "Lo ti'atzak, thou shalt not kill." В заповедях говорится, что не надо убивать, говорится, не убей. Kill means animals, human beings. Убей имеется в виду люди и животные. Yet the Christians are killing the animals. Тем не менее, христиане убивают животных. So this is Prabhupada's main objection with the so-called Christians. И это было главным таким возражением Шрилы Прабхупады против так называемых христиан. That they say they are following, Они говорят, что они следуют, but they're not. но на самом деле нет. A real follower means to follow the instructions. Истинный последователь – это тот, кто следует наставлениям. And of course, many Hindus don't even follow the Bhagavad Gita. И также есть множество хинду, которые не следуют Бхагавад-гите. And yet they call themselves Hindu. Тем не менее, называют себя хинду. So one has to follow the instructions. Поэтому надо следовать наставлениям. So
The Goswamis are great elevated souls. Госвами являются великими и возвышенными душами. And these two Goswamis, Lokanath Goswami and Gopalbhatta Goswami, appeared 500 years ago. И два этих великих Госвами, Локанат Госвами и Гопалбхатта Госвами, явились 500 лет назад. They appeared with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Они явились вместе с Господом Чайтаньей Махапрабху. Mahaprabhu is an incarnation of Lord Krishna. Махапрабху является воплощением Господа Кришны. According to the Vedic scriptures, the last incarnation of God was Lord Chaitanya. В соответствии со священными писаниями, последним воплощением Кришны было воплощение Господа Чайтаньи, 500 years ago. который приходил 500 лет назад. And his name had many names. У него было много имен. Lord Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Его называли Господь Кришна Чайтанья Махапрабху. Gauranga. Также называли Гауранга. Anga means limbs and Gora means golden. Анга означает часть тела, и Гаура означает золотые. So he had golden limbs. У него были золотые части тела. Another name was Gora Hari. Также его называли Гаура Хари. Hari is the Lord, Gora golden Lord. Хари это Господь, а Гаура опять-таки золотой Господь. Another name is Nimai Pandit. Также его называли Нимай Пандит. Pandit means scholar. Пандит означает ученый. Nimai refers to the tree, Nim tree. А Нимай относится к дереву, Ним, The Lord Chaitanya appeared under. под которым родился Господь Чайтанья. So when the Lord appears, he appears with his associates. Когда Господь приходит, с ним приходят его спутники. Now the Lord appears and then the Lord disappears. Господь является, и затем Он уходит. He is not born and he does not die. Он не рождается и не умирает. We are born and we die. Мы рождаемся и умираем. But the Lord appears and disappears, like the sun appears in the morning and then at night it disappears. Однако Господь, Он приходит и уходит, подобно солнцу, которое восходит рано утром и заходит вечером. The sun disappears from your vision. Солнце просто исчезает из поля вашего зрения. So at night, midnight, the sun is still existing. И даже несмотря на то, что может быть полночь, солнце по-прежнему существует. But you can't see it. Просто мы его не видим. If you go to Australia, you'll see the sun. Если мы полетим в Австралию, то там мы сможем увидеть солнце. So the sun is not born and it doesn't die. It appears and it disappears. Поэтому солнце, оно не рождается и не умирает. Оно существует всегда, просто оно восходит и заходит. So the Lord appears and disappears. Точно так же Господь приходит и уходит. But to the pure devotee, the Lord is present right now. Однако для чистого преданного Господь присутствует всегда, прямо сейчас. If the devotee of God has the eyes saturated with love and devotion, bhakti, he can see the Lord directly in front of him. Если глаза преданного омощены бальзамом любви, то он может видеть Господа непосредственно перед ним, прямо в любую минуту. Brahma Samhita, written by Lord Brahma, is a wonderful verse. В Брахма Самхите, написанной Господом Брамой, есть один замечательный стих. Premanjana chanta bhakti vilochena shanta sadeva vidicho vilokayanti yam shyama sundaram chintakana surupam govindamari purusham tamamajami. That those devotees whose eyes are saturated with the salve of love. В этом стихе говорится о тех преданных, чьи глаза омощены бальзамом любви. Can see the Lord. Такие преданные могут видеть Господа. So 500 years ago, Lord Chaitanya became manifest to everyone. И 500 лет назад Господь Чайтанья стал доступен взору всех. So even the non-devotees could actually see him. И его могли видеть и даже непреданные. Now when the Lord appears, he appears with his associates. И когда Господь является, с ним являются его спутники. Just like I remember in South Africa where I live, the previous president of America, Bill Clinton, came. Я помню, как раз как-то в Южную Африку, где я проповедую, приехал президент Америки Билл Клинтон. When he came with 1,000 people. С ним приехало 1000 человек. Secretaries, doctors. Секретари, врачи. Even Monica came. Приехала Моника.
She was hiding. Она пряталась. So, when Krishna appears in this material world, his associates appear with him. И когда Кришна является в этом мире, с ним приходят сюда также его спутники. Mother Yasoda, Nanda Maharaj. Мама Яшода, Нанда Махарадж. They appeared as the parents of Lord Chaitanya. Они пришли как родители Господа Чайтаньи. Mother Sachi Jagannath Mishra. Мама Шачи, Джаганат Мишра. Then Krishna's brother Balaram appeared as Nityananda. Брат Кришны пришел как Нитьянанда. All the demigods appeared. Также явились все полубоги. You know, and Krishna lived in Dwarka with the Yadu dynasty. Кришна жил в Двараке, в династии Яду. 560 million Yadus appeared from the higher planets. И 516 миллионов Яду пришли с высших планет. 560 million. That was the Yadu dynasty. 560 миллионов членов династии Яду. So when the Lord appears, He always appears for a purpose. Когда бы Господь не являлся, Он является с определенной целью. This is described in Bhagavad Gita. Описывается в Бхагавад-гите. That to protect the devotees and to annihilate the miscreants and to re-establish the principles of religion. Он приходит для того, чтобы защитить преданных, уничтожить неверующих и также установить принципы религии. I appear millennium after millennium, Krishna says. Кришна говорит, являюсь из века в век. So the Lord appears to protect His devotees. Господь является, чтобы защитить своих преданных, To annihilate the miscreants. чтобы уничтожить безбожников, And to re-establish Dharma or religion. и чтобы восстановить принципы дхармы или религии. Of course, God doesn't have to appear to annihilate the demons. Конечно же, Богу не обязательно самому являться, чтобы уничтожить демонов. Simply by moving His eyebrow, He can kill millions of demons through tornadoes and earthquakes in 1 second. Он может за одну секунду, лишь просто пошевелив своей бровью, уничтожить миллионы разных демонов через разные торнадо и землетрясения. Krishna is in the heart of every living being. Кришна находится в сердце каждого живого One's существа. heart is beating only by the direction of God. Сердце человека бьется только благодаря указаниям Господа. He can stop your heart beating. Он может сделать так, что сердце перестанет биться. And you call it heart attack. И это можно назвать сердечным приступом. So Krishna doesn't have to appear to annihilate miscreants. Поэтому Кришне не совсем обязательно самому являться, чтобы уничтожить неверующих людей. But He likes to have pastimes. Но ему нравится проводить свои игры. So He appeared as Ramchandra and He defeated the demon Ravana. Он пришел как Рамачандра и победил демона Раваны. He appeared as Krishna and defeated so many demons like Kamsa, Shishupal. Он явился как Кришна и уничтожил многих демонов, таких как Камса и Шишупал. He appeared as Nrsimhadev and defeated Hiranyakashipu. Он явился как Нарсимхадев и убил Хираньякашипу. So He killed these demons. Он убил всех этих демонов. At the same time, He liberated them. Но в то же самое время он даровал им освобождение. But in the incarnation of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Lord Chaitanya did not physically kill anyone. Однако, явившись как Шри Чайтанья Махапрабху, Господь физически ни у кого не убивал. He simply killed their demoniac mentality. Он уничтожил демоническое умонастроение. See, in the Satya Yuga, in the previous Yuga, there were demons, there were divine, and there were demoniac. В Сати-югу были демоны, были божественные личности и были демонические. This is in chapter 16 of Bhagavad Gita. There are demoniac type people and divine type people. Это описывается в 16 главе Бхагавад-гиты, божественные и демонические натуры. Now you see this in every society. Можно это видеть в каждом обществе. Ukraine, Russia, America, everywhere. Повсюду, в Украине, в России, в Америке. Divine people are honest, божественные личности, они честны, truthful, правдивы, they're a little bit austere, они склонны к аскетизму, respectful to other living beings, они почтительны к другим живым существам, clean, чисты, simple, просты, they have humility, у них есть милосердие, смирение,
They respect other people. Они уважают других людей. They're more interested in cultivating deeper thoughts. Их интересует развитие более глубоких мыслей. And then you have demoniac type people. А также есть противоположности демонические люди. They're aggressive, Они очень агрессивны, violent, склонны к насилию, hot-tempered, они раздражительны. A lot of pride, У них много гордости, arrogance. высокомерия. They're not afraid to step on other people. Они не смущаются переступать через других людей. Swata, they're very selfish. Они очень эгоистичны. The word swata, selfish. Есть слово свата, и оно означает эгоистично. And the word parata means for other people. И есть слово парата, означает для других людей. The sadhu or holy person is parata ekanta sambhava. Святая личность является парата эката самбхава. They live for the benefit of other people, Подобные личности живут только ради блага других людей. like Jesus, Так, например, как Иисус, like Srila Prabhupada. как Шрила Прабхупады. But the demoniac people, they live for themselves, Однако демонические люди живут для себя. self-centered. Они сконцентрированы только на себе. They're only interested in themselves. И интересует их только они сами. So, previously, demoniac people lived on another planet, Ранее демонические личности жили на другой планете, and pious people lived on another planet. а благочестивые, божественные личности жили в отдельной планете. That was in Sanchi Yuga. Это было в Сати-югу. Then in Treta Yuga, they lived on the same planet but in different countries. В Трета-югу они уже жили на одной и той же планете, но в разных странах. Like when Ram appeared Например, когда явился Рама in Treta Yuga. в Трета-югу. The demons, Ravana, they were all on Sri Lanka. Демоны и Раваны были на Шри-Ланке. That was a different country. Это была другая страна. And India was where Ram lived. А Индия — это была страна, где жил Рама. So separate. Это была другая. Prabhupada said that Ravana, his brother, dug a tunnel from Sri Lanka to South America. Прабхупада говорил, что брат Раваны прорыл тоннель со Шри-Ланки на Южную Америку. And you'll find in South America, the Aztec society, they used human sacrifice. Поэтому в Южной Америке можно найти вот эти человеческие жертвоприношения у ацтеков. So demoniac people sacrifice human beings. Поэтому демонические люди приносят других людей в жертву. There was a great evil king. He was the father-in-law of Kamsa. Был один злобный царь, он был свекром Камсы. His name was Jarasandha. Его звали Джарасанда. And he imprisoned so many kings and princes. Он захватил в плен и посадил в тюрьму множество других царей и принцев. And he was going to offer them a sacrifice to Bhadrakali. И хотел убить их, принеся в жертву Бадракали. Jarasandha. He was king in Bihar, in India. Джарасанда был царем Бихара в Индии. So, Satyuga, demons, devotees lived on different planets. И в Сати-югу преданные демоны жили на разных планетах. Treta Yuga, they lived on the same planet but different countries. В Трета-югу жили на одной планете, но в разных странах. Dwapara Yuga, they lived on the same country. В Двапара-югу они уже жили в одной стране. But in the Kali Yuga, now, the demoniac and divine qualities live in the same human being. Однако сейчас в Кали-югу эта божественная демоническая натура живет внутри одного человека. So sometimes you're peaceful, Иногда наш ум спокоен, self-content, когда мы довольны собой, reading religious scriptures, мы читаем священные писания, chanting Hare Krishna. повторяем Харе Кришну. But sometimes you become a little angry Но иногда бывает, начинаем злиться, and you argue with your wife or husband, начинаем ссориться с мужем или женой, or you're critical of your family members, или критически относимся к членам семьи, or a little bit pride or lust comes in your mind. или в уме появляется гордость и вожделение.
So now in the same human being we have divine qualities and also demoniac qualities. И сейчас в одном человеке выживаются как демонические, так и божественные качества. Like Kamsa. Remember Kamsa? Помните Камсу? He was going to kill his own sister. Он пытался убить свою собственную сестру. Demoniac. Был демоном. Then in the prison he apologized to Devaki. Затем в тюрьме он уже извинился перед Деваки. And he let Devaki and Vasudeva go. И отпустил Деваки и Васудеву. But then as soon as they had the first child, he put him in prison again. Затем, как только у них родился первый ребенок, он снова посадил их в тюрьму. So back and forth. He's kind, he's horrible. И так он переключался из доброго в злого. So Lord Chaitanya appeared to vanquish demoniac qualities inside our consciousness. И Господь Чайтанья явился для того, чтобы уничтожить демонические качества в нашем сознании. So he did this with his different weapons. И он это делал с помощью разнообразных видов оружия. And the main weapon, Pango Pangasta Parsharam, is the holy name. И главным оружием было Святое Имя. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the ultimate weapon in this Kali Yuga. Это является наивысшим оружием в Кали-югу. The holy name of God. Святое Имя Бога. It's a very powerful weapon. Это очень могущественное оружие. Anyone who comes in contact with the holy name becomes purified. Любой, кто соприкасается со Святым Именем, очищается. This weapon is very sharp. Это оружие очень острое. And it can cut the illusion of Maya. И оно может разрубить иллюзию майя. The holy name of the Lord is so powerful that if you chant it and you don't even know what you're doing, you still get benefit. И Святое Имя Господа настолько могущественно, что даже если мы повторяем его и не осознаем, что мы делаем, тем не менее мы можем получить благо. This is called Namabhas. Называется Намабхас. You chant the holy name without knowing it's the holy name. Мы повторяем Святое Имя и не знаем, что это Святое Имя. There is benefit. И все равно получаем благо. If a young 5-year-old child puts his hand on the plug, если 5-летний ребенок засунет пальцы в розетку, what happens? что произойдет? Electrocuted. Его ударит током. And if a professor of electrical engineering professor at university puts his hand on the plug, what happens? А если то же самое сделает какой-нибудь профессор, электрик или специалист по электричеству, что с ним произойдет? Same thing. То же самое. So whether you know or whether you don't know, you still get electrocuted. И знаем мы о действии тока или не знаем, все равно током нас ударит. So whether you know the potency of the holy name or not, you still benefit. Поэтому знаем ли мы о могуществе Святого Имени или нет, тем не менее все равно мы будем получать благо. Or take a young child has flu. Или, например, у маленького ребенка грипп. Doctor gives antibiotic. Врач назначает антибиотики. It works. И антибиотик он And действует. then, if the doctor has flu, И когда врач сам заболевает, and you give him antibiotics, ему тоже прописывают антибиотики. it works. Тоже действует. The child doesn't know how it works. Однако ребенок не понимает, как он действует. The doctor knows the chemistry and how it works. А врач знает химию и понимает, как все работает. So whether you know or whether you don't know, it still works. Поэтому знаете вы или не осознаете, все равно это работает. So the holy name is like that. И Святое Имя подобно тому. Very powerful. Очень могущественно. And in this age, the holy name is the only religious principle. И в этот век Святое Имя является единственным религиозным принципом. Kali Kalaradam Krishna Nam Sankirtan. In this Kali Yuga, the only religious principle is chanting the name of God. В Кали-юге единственный религиозный принцип – это повторение Святых Имен Бога. And in the Brihat Naradiya Purana, there is the verse. В Брихат Нарадии Пуране есть стих. Harinama, Harinama, Harinam. 3 times it says chant the name of God. В этом стихе 3 раза говорится, что необходимо повторять имена Бога. Then 3 times it says there is no other way, there is no other way, there is no other way. И также в этом стихе говорится, что нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути.
And then in Sanskrit is the word eva, E-V-A. На санскрите также используется там слово «эва». It's mentioned 4 times in this verse. В этом стихе оно используется 4 раза. Certainly there is no other way. И это говорится без сомнений, конечно же, нет другого In пути. this Kali Yuga, В эту Кали-югу to make spiritual advancement. совершать духовный прогресс. And if you think by other process of yoga you can make advancement, Если вы думаете, что вы сможете прогрессировать с помощью каких-то разных видов других видов йоги, it is like trying to take milk from the nipples on the neck of a goat. то это все равно, что пытаться выдоить молоко из сосов на шее козы. Apparently a goat has nipples on its neck. У козы на шее есть какие-то отростки. Now you try to take milk from there, И можно оттуда пытаться выдоить молоко. doesn't work. Ничего не получится. So you try to make spiritual advancement by other processes, И если мы будем пытаться совершать духовный прогресс с помощью других процессов, like hatha yoga, например, с помощью хатха-йоги, or jnana yoga, или гьяна-йоги, or mystic yoga, или мистической йоги, or logic, или с помощью логики, or sacrifices, или жертвоприношений, then it is like trying to take milk from the nipples on the neck of a goat. это все равно, что пытаться выдавить молоко из этих отростков на шее козы. This is Krishna's Kaviraj has written this in Chaitanya Charitamrita. Так пишет Кришнадас Госвами в читании Чаритамрити. So Lord Chaitanya came to teach this very simple process of chanting. Господь Чайтанья пришел для того, чтобы научить нас этому простому процессу повторения. Because in this Kali Yuga we're very fallen. Поскольку в эту Кали-югу мы все очень падшие. People are not very spiritually inclined. Люди не очень-то склонны к духовной жизни. The process is very simple. Поэтому процесс очень прост. It's very easy for us to become sinful. Для нас очень легко, очень просто поддаться греху. Very difficult for us to become spiritual. Однако очень сложно стать духовными. Sinful activity is advertised everywhere. Повсюду рекламируется греховная деятельность. If you, practically speaking, if you're not sinful, people look at you and think you're not normal. И на самом деле, если мы не занимаемся греховной деятельностью, другие люди смотрят на нас и думают, что мы какие-то ненормальные. They think something's wrong with you. Они думают, что-то с ним не в порядке. In Russia, for every 105 abortions, there's 100 live births. В России на каждые 105 абортов приходится 100 рождений. So more abortions than there are births. Другими словами, больше абортов, чем родов. Now abortion is sinful. И аборт – это греховное действие. You're killing the child in the womb. Убиваете ребенка внутри себя. Now that's called murder. Называется убийство. Now you can't get away with it. И с рук нам это просто так не сойдет. You're going to have to get a reaction. За это придут реакции. It's called the law of retribution. Называется законом возмездия. In mechanics, there's a law of motion. В механике есть закон движения, Established by который открыт кем? Isaac Newton. Айзеком Ньютоном. For every action, there's an equal and opposite reaction. Говорится, что на каждое действие приходится равное и противоположное противодействие. Now that's science. Это наука, Law of motion. закон движения. So if you do something good, you get a good reaction. Если мы делаем что-то хорошее, мы на это получаем хорошую реакцию. And you do something bad, you get a bad reaction. Делаем что-то плохое, получаем плохую реакцию. It's very logical. Очень логично. Then you may say, well, no one sees what I'm doing. Вы можете сказать, ну никто не видит же, что я делаю. No one's taking a picture. Никто это не фотографирует, не снимает. I have no witness. Нет свидетелей. No, the Lord is the witness. Однако Господь сам является He's свидетелем. in your heart. Он находится в вашем сердце. He's in every atom. Он находится в каждом атоме. He knows what you're thinking. Он знает, о чем вы думаете. And definitely he knows what you're doing. И без сомнения знает, что вы делаете. So you do sinful thing, you get a reaction. Поэтому за каждое греховное действие мы получим реакцию. It's called the law of karma. Называется законом кармы. And this is why people are suffering all over the world. Именно поэтому по всему миру страдают люди. You know, every single day, 20,000 people die from cancer. Каждый день 20 тысяч человек умирают от рака. So today, Saturday, 20,000 people throughout the world died from cancer.
И вот сегодня воскресенье, и 20 тысяч человек во всем мире умерло от рака. Every day, 33,000 people get cancer. А каждый день 33 тысячи человек по всему миру заболевают раком. Every day throughout the world, 3,000 people die in car accidents. Каждый день 3000 человек в мире погибает в дорожных катастрофах. Car accident is very violent. Автомобильные катастрофы не очень приятная вещь. You know, cancer, you have a warning. Когда вы болеете раком, по крайней мере, вы знаете заранее о смерти. Usually a few months. Может быть, за несколько месяцев хотя бы. But car accident? Но дорожная авария. And does car accident happen to young or old or anyone? И в этих дорожных катастрофах могут погибать молодые, старые, все. Anyone. Любой. And all of a sudden, you know, the whole family is dead in a car accident. Может произойти так, что очень неожиданно в автомобильной катастрофе погибает вся семья. Then the police have to inform the wife, oh, your husband died in a car accident. Или кто-то из семьи, и тогда милиции надо пойти и сказать мужу или жене, что кто-то из их семьи погиб в автомобильной катастрофе. So there's suffering throughout the world. Поэтому во всем мире очень много страданий. We just have to look around. Надо просто посмотреть вокруг. You turn on the TV and you see the CNN. Мы включаем телевизор, и там у нас CNN. Oh, there's a cyclone in Burma. На Бирме прошел циклон. What was it? 100,000 people died. Погибло 100 тысяч человек. Earthquake or cyclone in China. В Китае землетрясение. So many children died. Погибло столько детей. Iraq, fighting, so many people died. В Ираке война, столько-то людей погибло. So we see all around us there is death. И мы видим, что нас окружает смерть. People dying. Люди умирают. People don't grow younger. Обычно люди не молодеют. It'd be nice if we grew younger. Было бы здорово, если бы люди могли молодеть. Да? But we don't, we grow older. Но мы наоборот стареем. And old age means disease. А старости несут за собой болезни. Terrible diseases. Очень сильные болезни. And then death. И затем наступает смерть. But this is the body. Но это касается тела. The body gets disease, grows old and dies. Именно тело, оно стареет, болеет и умирает. But you're not this body. Но вы не являетесь этим телом. You're not man or woman. Вы не мужчина, не женщина. Ukrainian or Russian or American. Украинцы, русские или американцы. You're not even young or old. Вы даже не молодые, не старые. You are the soul within the body. Вы являетесь душой внутри тела. The soul is eternal. Душа вечна. Actually, you're just living in this body for a few years. Мы живем в этом теле всего несколько лет. Just like you are sitting in this hall. Например, вы сидите в этом зале. For maybe 80 or 90 minutes. 80 или 90 минут. You are in the same way you're sitting in this body. Точно так же вы находитесь в этом теле. 70 or 80 years. 70 или 80 лет. Now, if you're sitting in this hall, have you become the hall? И от того, что вы провели в этом зале 70 или 80 минут, стали ли вы этим залом? No. Нет. So you are sitting in this body, but you have not become this body. И мы находимся внутри этого тела, но мы не стали этим телом. You know, you're sitting in your car, your ladder. That doesn't mean you are a ladder. Если вы сидите в своей машине, в ладе, это не значит, что мы стали этой ладой. Oh, there's Mr. Mercedes. А вот к нам пришел мистер Мерседес. There's Mr. BMW. А это мистер БМВ. Oh, there's Mr. Zaporozhye. А это мистер Запорожец. So you identify with the car. Мы отождествляем себя с машиной. People do identify with the car, isn't it? А люди на самом деле отождествляют себя с машиной, да? Like you're at a stop street. Вы остановились на светофоре. There's a red light. Красный свет. And you're in your ladder. Вы в своей ладе. 35 years old. Которой 35 лет. Communist time. С коммунистических времен. And you're revving it. Boom, boom. И вы жмете на газ. And then a Mercedes S5 sports car comes next door. И рядом с вами останавливается Mercedes S спорт-класс. And then he revs it. И он жмет на газ. And then he looks at you. Он смотрит на вас.
And then you look at him, А вы смотрите на него, and he's like proud. и он гордый. Oh, I got a sports car, У меня спортивная машина, Ferrari, Porsche. Феррари или Порш. And he thinks, I am Mr. Porsche. И думает, я мистер Порш. And the other guy's, I'm Mr. Lada. А другой думает, а я всего лишь Лада. So people identify with their body. И люди отождествляют себя с этим телом. But this is actually illusion. Но это на самом деле иллюзия. We're the soul within the body. Мы являемся душой в этом теле. And this is called knowledge. И это является знанием. And as you get older, this knowledge is essential. И когда мы стареем, взрослеем, это знание становится для нас все более важным. Because your body is going to collapse. Поскольку придет время, когда тело разрушится, And it'll be buried. и его похоронят. And if you think that everything is finished at the time of death, then you go into depression. И если вы думаете или считаете, что все заканчивается со смертью, то тогда есть причина для депрессии. And depression is another one of the many diseases Депрессия является еще одной из многих болезней, that affects people. которые влияют на людей. But in spiritual life, you know, I am not this body. Однако те, кто практикует духовную жизнь, I'm the soul. знают, что они не являются этим телом, а что являются душой. And your body may have disease Тело может болеть, and be ready to die. и оно может умирать. But you understand that you're eternal Но мы понимаем, что мы вечны, and that you will take birth again. что мы родимся снова. If you're a devotee, you'll take birth again in Vaishnava family Если вы преданный, то родитесь снова в вайшнавской семье and continue your devotional service. и будете продолжать преданное служение. And if you're self-realized, you'll take birth in Krishna's pastimes А если вы уже являетесь осознавшей себя душой, то тогда родитесь в играх Кришны, within the material world. в этом материальном мире. And you'll have a spiritual body. И там уже будет духовное тело, That's called Vastu Siddhi. называется Васту Сидхи. Yes. And then when Krishna's pastimes are finished, then you go back to the spiritual world. И тогда, затем, когда в этой вселенной закончатся игры Кришны, то вы вернетесь в духовный мир. So spiritual life is very wonderful. Поэтому духовная жизнь, она очень And прекрасна. you don't lose anything. И в ней вы ничего не теряете. Let's say you just make 5% spiritual advancement. Например, в этой жизни вы совершили всего 5% духовного прогресса. You never lose it. Вы никогда их не потеряете. You keep that 5%. Эти 5% навсегда останутся с вами. So let's say you just come to a few programs. Например, вы пришли всего на пару программ. Maybe you come to the Kharkov temple twice. Может быть, 2 раза пришли в храм Харькова. And then never again in the rest of your life. И затем больше никогда в этой жизни. Still you have made spiritual advancement. Все равно вы совершили духовный прогресс. Perhaps 5% advancement. Может быть, на 5%. You never lose it. Вы его никогда не потеряете. In your next life you start from 6%. В следующей жизни вы начнете уже с 6%. But as far as material activities are concerned, you lose everything. Однако, что касается материальной деятельности, то вы потеряете все. Even in this life, Даже в этой жизни. without even dying, you lose everything. Даже еще не умерев, вы все потеряете. I can prove this. Я могу доказать. Sometimes you may be wealthy, Иногда вы можете быть богаты, and then people cheat you, и люди обманывают вас. and you lose all your money. И теряете все. So you lost it. Потеряли. And then, even if you're wealthy and you die, can you take your money with you? Даже если вы богаты и умираете, можете ли вы с собой забрать эти деньги? You put all dollars and euros in your coffin? Можете себе в гроб наложить долларов и евро? No use. Смысла нет. And then what about your health? When you're young, you have health. Когда вы молоды, то у вас хорошее здоровье. And then middle age, it goes. Когда среднего возраста, оно уже постепенно ухудшается. And old age, it goes even more. А в старости его практически уже не So остается. you lose your health, Мы теряем здоровье, you lose your money. теряем деньги. And what about your family? А что насчет семьи? What's happened to your parents? Что с родителями происходит? They die. Они умирают. And sometimes your children may die before you. Иногда бывает так, что дети умирают раньше родителей. Everything material you lose. Поэтому все, что бы материально вы не имели, вы потеряете. But spiritually, you never lose anything. Однако духовно вы никогда не утратите. This is confirmed in Bhagavad Gita, chapter 2, text 14. Это подтверждается в Бхагавад-гите во 2 главе в 40 стихе.
In this practice of spiritual life, there's no loss. Говорится, что в этой практике духовной жизни нет потерь. So spiritual life is practical. Поэтому духовная жизнь, она практична. You know, in Ukraine, if you have money, then generally you invest it. В Украине, если у вас есть деньги, обычно вы их куда-то вкладываете. Now, where are you going to invest your money? Куда вы будете вкладывать деньги? Where you get good interest, Где вам дадут хороший процент, and where you don't lose your capital. и там, где вы не потеряете свои деньги. Да? So you should invest your activities. Поэтому вы должны вкладывать свою деятельность, You should invest your energy вкладывать свою энергию in where you get a good return. в то, что принесет вам хорошую отдачу. Best return in spiritual life. И наилучшее это духовная жизнь. So how do we practice spiritual life in this age? И как же мы практикуем духовную жизнь в этом веке? Simply chant. Просто повторяем. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Without offenses. Без оскорблений. 10 offenses. Есть 10 оскорблений. Avoid them. Нужно их избегать. To avoid something, you have to know what it is. И чтобы избегать что-то, нужно знать, что это. Learn what are these 10 offenses. Узнайте, что это за 10 оскорблений. Avoid it like the plague. И избегайте их как чумы. Then your chanting becomes pure. Тогда ваше повторение Святого Имени станет And you чистым, get the ultimate goal of life. и вы достигнете высшей цели жизни, What is the ultimate goal of life? которая является что? Prema Pamata Mahan. Love of God. Это любовь к Богу. Yeah. And the material side of your life carries on. И тем не менее нужно продолжать жить также материальной жизнью, Your career, делать карьеру, your children, заботиться о детях, your job, работать, making some money. заработать деньги. This is all secondary. Но все это второстепенно. But because we're living in society, then we can't ignore all this. Но поскольку мы живем в обществе, мы не можем пренебрегать всем этим. Job is required. Необходимо работать. Make some money to feed yourself. Нужно зарабатывать деньги, чтобы питаться. If you're a husband, you have responsibility to your wife and children. Если вы муж, то вы должны заботиться о жене и детях. If you're a wife, there's certain responsibilities. Если вы жена, у вас есть ваши обязанности. But these are all secondary. Но все это вторично. We're not saying ignore them, Мы не говорим, что это надо игнорировать, but we're saying they're secondary. но мы говорим, что это вторично. And primary is your responsibility to God, А главное это наш долг, наша ответственность перед Богом, Krishna. перед Кришной. Amivamsa Jiva Loka Jiva Bhuta Sanatana. You are His eternal servant. Вы являетесь Его вечным слугой. Follow His instructions. Надо следовать Его наставлениям. What does He say? И что Он говорит? Savadamam Pratyaja Mamekam Sharanam Braja. Surrender to me. Он говорит, что предайся мне, Become my devotee. стань моим преданным, Mamano Bhavaman Bhakto. Chant my holy name. повторяй мое святое имя, Bow down before me. кланяйся передо мной. This is the conclusion of Bhagavad Gita. Это является заключением вывода Бхагавад-гиты. Our material responsibilities are secondary. Наши материальные обязанности являются второстепенными. So it's very nice to see so many devotees. И я очень рад, это так замечательно видеть так много преданных. And I encourage you to continue taking shelter of the holy name. И я хочу вдохновить вас на то, чтобы вы продолжали принимать прибежище у Святого Имени. Bhaktivinoda Thakur said the holy name is your only friend. Бхактивинода Такур говорит, что Святое Имя является вашим единственным другом. Friend is one who will never let you down. Друг – это тот, кто никогда вас не подведет. In the material world, your best friend runs away with your wife. В материальном мире обычно лучшие друзья уводят жен. Ah? All the time. Так всегда происходит. A woman's best friend runs away with her husband. А подруги уводят мужей. All the time. Так всегда. Your best friend takes you to court. Или лучший друг подает на вас в суд, Betrays you. предает вас. No, your only friend is the holy name. Вашим единственным другом является Святое Имя. And anyone who can give you the holy name. И любой, кто может дать вам Святое Имя. And this is what Шрила Prabhupada did by coming to the West, И это именно то, что сделал Шрила Прабхупада, приехав на Запад, in Russia. в Россию. He gave us the holy name. Он дал нам Святое Имя. Previously, it was just in India.
Ранее оно было известно только в Индии. And even in India, it was only in certain places, И даже в Индии оно было известно только в определенных местах. like Navadvip, В Навадвипе, West Bengal. в Западной Бенгалии, It was in certain areas. в определенных местах. It wasn't in Delhi and Bombay. Об этом не так много знали в Дели, в Бомбее. But by Prabhupada's preaching, there's been a revival all over the world. Однако благодаря проповеди Прабхупады это возрождение произошло по всему миру. It's very wonderful. Это очень здорово. So Prabhupada is giving us the holy name. И Прабхупада дает нам святое имя. Therefore, he's actually your friend. Поэтому он действительно является вашим другом. And he used to sign his name on the letters, your ever well-wisher. И он обычно подписывал свои письма как ваш вечный доброжелатель. So please take shelter of the holy name. Пожалуйста, примите прибежище у святого имени. And this way you'll become purified. Таким образом вы сможете очиститься. Есть ли Ачарья Прабху? Можно 2 книги Махараджа? So, if there are any questions you'd like to ask, вопрос? Есть ли вопросы у вас, на которые я могу ответить? Можно задать, и затем у нас будет киртан. Да. В лекции говорилось о том, что единственный метод духовного прогресса – это повторение святого имени. Также известно, что повторение святого имени необходимо получить из уст чистого преданного, от духовного учителя, от гуру. Вопрос в том, объяснить, как включить, как святое имя начинает действовать. It is mentioned that the holy name is the only way for spiritual progress. And it is also said that one should get the holy name from the right source, from the spiritual master, from the guru. Can you explain how does the holy name start to work? What makes it work? It says that maybe it should work, one has to receive it. Yes, this is an interesting question. Да, это интересный вопрос. The holy name is non-different from Krishna. Святое имя не отлично от Кришны. Да? But when the holy name is spoken through the mouth of a Mayavadi, Однако, когда святое имя произносит Майявади, it becomes like milk touched by the lips of a serpent. оно становится подобным молоку, которого коснулась змея. Rachimo. A Mayavadi is the worst offender to Krishna. Майявади являются худшими оскорбителями Кришны. Mayavadi Krishna Aparadi. The Mayavadis deny that Krishna is God. Майявади отрицают то, что Кришна это Бог. They say Krishna is not God. Они говорят, что Кришна это не Бог. He is some historical figure. Он просто какая-то историческая личность. He was some king or prince. Он был царем, принцем. They say we're all God. Они говорят, что мы все боги. They say you're God, I'm God. Они говорят, ты Бог, я Бог. And the illusion is we've forgotten it. А иллюзия в том, что мы позабыли об этом. So these are called Mayavadis. И таких людей называют Майявади. And we do not agree with them. Мы с ними не согласны. And Lord Chaitanya said, Mayavadi, Krishna, Aparadi, they're the worst offenders to Krishna. Господь Чайтанья сказал, что Майявади являются худшими оскорбителями Кришны. He compared the Mayavadis to Prakashananda Saraswati, who was a Mayavadi taking an iron bar and beating his body. Он сравнил Майявади, например, Пракашананду Сарасвати, с тем, что они берут железный пруд и избивают его тело. So when the Mayavadi chants the holy name, it is like poison. И когда Майявади произносит святое имя, оно исполнено яда. When Prabhupada chants the holy name, it is like nectar. Однако, когда Прабхупада повторяет святое имя, оно как нектар. But it's the same name. Однако это то же самое имя. So how do we explain this? Как это можно объяснить? Because it's the consciousness in which you chant. А суть в том, что это зависит от сознания, с которым вы повторяете. And the Mayavadi is envious of God.
Майявади завидуют Богу. I remember when we had a debate at university. Я помню, у нас был один диалог, дискуссия в университете. And there were some Mayavadis. Там были майявади. And they objected to the fact that we kept on saying Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И мы говорили постоянно, что Кришна является верховной личностью Бога, и они возражали против этого. It was this Mayavadi, he was an Indian doctor. Был один там врач из Индии, и он все время возражал, он был майявади. He got so angry, he smashed the table. Он настолько разозлился, что кулаком стукнул по столу. And stood up. Встал, saying, you know, Krishna is not God. И сказал, что Кришна это не Бог. Envious. Из-за зависти. So, when they chant the holy name, envy is included in that holy name. И когда они повторяют Святое Имя, то этот звук, он пропитан завистью. So then it acts like poison. И тогда этот звук действует как яд. And that the idea is poison. Milk touched by the lips of a serpent becomes poison. И вот это все равно как молоко, которого коснулась змея, тогда это молоко превращается в яд. But when Prabhupada chants, his consciousness is pure. Однако, когда Прабхупад повторял Святое Имя, то его сознание было чисто. When the authorized pure devotee chants, the name is saturated with prema. И когда другой чистый преданный, возвышенный преданный повторяет Святое Имя, то тогда оно пропитано премой. That prema comes to us. И тогда эта према может прийти к нам. And we get little bit of prema. И мы можем получить немного премы. So you hear from the pure devotee. И поэтому, когда мы слушаем от чистого преданного, But you hear from the Mayavadi, and the name is saturated with envy, a little bit of that envy comes to you. это происходит, когда мы слушаем от чистого преданного. Если мы слушаем майявади, который повторяет завистью, тогда к нам переходит эта зависть. Previously, some years ago, Boy George sang that song about Krishna. Ранее Бой Джордж пел песню, где пелась Хари Кришна. Do you remember? Помните эту песню? Bow down, Mister. Bow down, Mister. Now I counted how many times the holy name is said in that song. Я просчитал, сколько раз в этой песне звучало Святое Имя. Over 100. Больше 100 раз. Amazing. Удивительно. But Boy George is not a pure devotee. Однако Бой Джордж это не чистый преданный. We don't know whether he's a boy or a girl. Вообще непонятно, мужчина или женщина. He's, they call it AC/DC. Он такой посередине. Не то, не то. So the purity is not really there. Поэтому в этих звуках не было чистоты. Of course, I did say, even if you don't know what you're chanting, there is some purification. Конечно, я сказал о том, что даже если вы не знаете, что такое Святое Имя, что такое повторение, все равно вы очищаетесь. So even when the Mayavadi chants Krishna's name, Поэтому даже когда майявади произносит имя Кришны, that Mayavadi actually gets purified. сам майявади он очищается немного. Like Shishupal was envious of Krishna. Шишипал завидовал Кришне. And every time he said Krishna's name, he got И purified. каждый раз, когда он произносил имя Кришны, он очищался. Or Kamsa was afraid of Krishna. Или Камса боялся Кришны. And he's thinking of Krishna all the time. Постоянно думал о Кришне. He actually got purified. И так он очистился. We should hear the holy name from a pure devotee. Но мы должны слушать Святое Имя от чистого преданного. And then we get the full potency. Тогда мы получим полное могущество. And there's different ways of hearing. И есть разные виды For слушания. instance, I am speaking now, Например, я сейчас говорю, and you are hearing. вы слушаете. Da. What I'm saying is going into your ears. Все, что я говорю, входит в ваше ухо. And I can see some of you are falling asleep. Но тем не менее, вижу, что кто-то из вас засыпает. So what I'm saying is going into your ear. И то, что я говорю, входит в одно ухо, But is it registering in your consciousness? но регистрируется, фиксируется ли это в сознании вашем? Because some of you are falling asleep. Потому что некоторые из вас засыпают. I can see right now. Я это вижу прямо сейчас. I won't point to them. Не буду показывать пальцем. Some of you are listening to what I'm saying.
Это некоторые слушают, что я говорю, and you're thinking, oh, it's so hot in here. и думают, о, какая жара, When's it going to finish? когда он уже закончит? When am I going to get something to eat? Когда мне уже хоть поесть дадут что-то? I only came here for the food. Я пришел сюда просто покушать. So you're listening, but you're not listening. Поэтому вы слушаете, но не слышите. And then some of you are going, yes, yes, what he says is true. А некоторые думают, да, да, то, что он говорит, правда. I must chant more. Я должен повторять больше Святого I Имени. must get up early in the morning. Нужно вставать раньше утром. And you're preaching to yourself, Вы сами себе проповедуете, but you don't do it. но не делаете. And then others go, yes, yes, what he says is true. А есть другие, которые говорят, да, это правда, все, что он сказал, чистая правда. And you actually do what I say. И делают то, что я So сказал. there's so many degrees of hearing. Поэтому есть много разных стадий повторения, слушания. But to hear from the pure devotee is the best. Однако слушать чистого преданного – это самое лучшее. So this is interesting. The holy name is pure, И интересно, что Святое Имя является чистым, but the consciousness in which is given can be good or bad. однако сознание, с которым оно произносится, может быть либо чистым, либо нечистым. Therefore, it's not recommended to hear the holy name from the Mayavadi. Поэтому не рекомендуется слушать Святое Имя от Майявади. Like in the early 1960s, Prabhupada was in America. В начале 60-х Шрила Прабхупада был в Америке. And there was this, what is Huxley? No. Allen Ginsberg. He was like a big hippie. И был там Аллен Гинзберг, такой хиппи, большой, великий хиппи. 1966. В 1966 году, Allen 1966. Ginsberg used to play the harmonium. Он играл на физгармонии. And he was interviewed. У него взяли интервью. Allen Ginsberg met Prabhupada. Аллен Гинзберг встречался с Прабхупадой. He was a hippie leader Он был лидером хиппи in the mid-60s. в середине 60-х. So they asked him, you chant Hare Krishna, И его спросили, вот вы повторяете Харе Кришну, and you seem to enjoy it. и видно, что вам это нравится. Why you enjoy it? Почему вам это нравится? Почему вы этим наслаждаетесь? And Allen Ginsberg said, И Аллен Гинзберг сказал, well, when you chant, что когда вы повторяете, когда вы поете, you breathe in вы вдыхаете глубоко, lots of oxygen, и в тело поступает много кислорода. and you hyperventilate, И тогда ваша кровь насыщается кислородом. and it gives you a buzz. И это вам дает заряд. It's a bit of a strange answer. Довольно странный ответ. So you hear the holy name from Allen Ginsberg. Если вы будете слушать Святое Имя от Аллена Гинзберга, You get something, вы что-то получите. Boy George, Или от Боя Джорджа. that you hear from Indradumna Maharaj, Но если вы будете слушать Индрадюмна Махараджа, Ranjana Swami, или Ранджана Свами, Prabhu Vishnu Maharaj, Прабхавишну Махараджа, you'll get a lot more. вы получите гораздо больше. Now you hear from Prabhupada, А если вы будете слушать Прабхупаду, Bhaktivinoda Thakur, Бхактивинода Такура, you're going to get even more. вы получите еще больше. Anything else? Есть еще вопросы? Are you all waiting for prasad? А что, вы все просада ждете? Riniki and push. Вареники и борщ? No more questions? Больше нет вопросов? Вы не могли бы осветить, что происходит с душой после смерти? Меня христиане попросили осветить этот вопрос. Просьба рассказать, что происходит с душой после смерти. Yes. You read in our Bhagavad Gita, Можно это прочитать по Бхагавад-гите. the soul is eternal, Там говорится, что душа вечна. so it takes birth again. И душа рождается снова. Where? Где? Depends on your activities. Зависит от вашей нынешней You деятельности. may get born in a healthy family, Можно родиться в здоровой семье, maybe good looking, handsome, можно быть красивым, like film star. похожим на кинозвезду. You may get born in bad family Можно родиться в плохой семье, and never know your father or mother. так и не знать своих родителей. So this is
because of your past activities. Все зависит от нашей прошлой деятельности. Now, I can prove this with logic. И я могу это доказать с помощью логики. So, generally Christians don't believe in karma. Обычно христиане не верят в карму. They don't have a clear understanding at all. Но у них на самом деле нет четкого понимания. So, you can ask them these questions. Можно их спросить. Number one, you ask them two questions. Можно их спросить, задать им два вопроса. First thing you say is that, well, three questions. Do you believe in God? Вернее, три вопроса. Первый вопрос – это верите ли вы в Бога? Now, what they're going to say? Что они скажут? Da. Now, is God the supreme controller? Является ли Бог высшим контролирующим? Or is there some energy or person above him? Или есть какая-то энергия или другая личность выше его? Or is he number one? Или он самый главный? He's number one controller. Да, он самый главный, он всем управляет. Now, he controls everything. Он контролирует все. Then question two. Тогда второй вопрос. Is God equal to all living beings? Равно ли относится Бог ко всем живым существам? Is he equal to Ukrainians, Равно ли он относится к украинцам, к русским, Africans, африканцам, men, мужчинам, women? женщинам? Or does he have his favorites? Или у него есть любимцы? So is he partial Пристрастен он? or is he equal? Или он равно относится? Answer. Какой ответ? All right, so he's equal to all living beings. Например, говорят, что он равно относится ко всем живым существам. Da? Да? And number two, he's a supreme controller. И второе, это то, что он верховный контролирующий. Da? How is it that some people are born into rich families, Почему тогда какие-то люди рождаются в богатых семьях, never have to work, никогда не работают, parents are billionaires, их родители миллионеры, and other people poor? а другие люди рождаются в бедных семьях? Who is it that decides you be very intelligent Кто решает, что вы очень разумны, and you be stupid? а кто-то тупой? Who is it that decides you be very handsome, Кто решает, что кто-то рождается красивым, Brad Pitt, как Брэд Питт, Angela Jolie, Анджелина Джоли, but you be very ugly? а кто-то очень некрасивый? You over there, you be mentally retarded Или кто-то там рождается с умственными отклонениями, and physically retarded, а кто-то с физическими. but you over there become an athlete А вот ты будешь атлетом, and win a gold medal at Olympics next week. и ты на следующей неделе завоюешь золотой медаль на Олимпиаде. Who decides this? Кто это решает? Now, if you say it's God, Если вы скажете, что это Бог, we just agreed that God is equal. но мы только что тоже согласились, что Бог равно ко всем относится. And then if you say, well, it's not God, А если вы скажете, ну это не Бог, it's Satan, это сатана, it's some other entity, это какое-то другое существо, well, that means they're superior to God. тогда значит, что они выше, чем Бог. So how does anyone answer that question? Поэтому как кто-то может ответить на этот вопрос? What is the answer? Каков ответ? There can only be one answer. Может быть только один ответ, Your past life. что это определяется вашей прошлой жизнью. It's very obvious. Это же очевидно. There is no other answer. Нет другого ответа. Now, if you can give me some other answer, I'll accept it. Если вы мне какой-то другой ответ дадите, я его приму. But this idea of past life is the most satisfying explanation. Но вот эта идея прошлой жизни является наиболее подходящей. A child is born into a rich family. In the past, they were pious. Если ребенок рождается в богатой семье, то это значит, что в прошлой жизни он был благочестивым. A child is born into a very poor family. In their past, they were sinful. А если кто-то рождается в бедной семье, то значит, что в прошлой жизни он вел себя греховно. A human being who is very ugly in their past life, they were sinful. Те люди, которые некрасивы в прошлой жизни, также были греховны. But a human being who is very handsome, past life, they were pious. Однако те люди, кто в этой жизни красивы, в прошлой были благочестивы. In other words, it's our own fault. Поэтому это из-за нас самих. It's due to our past activities. Все это из-за нашей прошлой деятельности. This proves we had a past existence. И это доказывает то, что у нас была прошлая жизнь. And it's called the law of karma. Это называется законом кармы. There's a law of gravity. Есть закон гравитации. Now, whether you accept gravity or not, it always works. Неважно,
верите вы в закон гравитации или не верите, он все равно будет действовать. I may say, I don't accept law of gravity. Можно сказать, что я не верю в закон гравитации. If I jump off this stage, where am I going? Если я прыгну с этой сцены, куда я направлюсь? Am I going up? Буду подниматься вверх I go down. или упаду вниз? So whether you believe or whether you don't, Неважно, верите или не верите. law of gravity works. Закон гравитации сработает. Law of karma, it's a law. Закон кармы такой же закон. So it's explained in Bhagavad Gita. И это объясняется в Бхагавад-гите. It's not explained in the Bible. Это не объясняется в Библии. Although it is a little bit. Хотя, конечно, немного есть информации. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Говорится глаз за глаз, зуб за зуб. But misunderstanding though. Но это неправильно истолковывается. And in the Quran it's not explained. И также это не объясняется в Коране. And Buddhism it's definitely not explained. И это также не объясняется в буддизме. But in the Bhagavad Gita it's explained black and white. Однако это хорошо объясняется в Бхагавад-гите. So you have to educate your Christian friends. Поэтому нужно таким образом просветить своих христианских друзей. Yeah. Говорят христиане, что если человек знает, что у него есть шанс еще в следующей жизни на исправление, то это его расхолаживает. А если он знает, что это его единственный шанс сейчас в этой жизни только что-то сделать, тогда это его делает более серьезным. Как можно это аргументировать? Christians say that when the person knows that in his next life he can select, or he can make also spiritual progress, that can make a person complacent. But if he knows that only this life he can do something, then it will be decided for hell or for paradise, then it will make the person more strict, into more difficult practices. So how do you this, like we say that we have many lives. So the person may think that the next life was business only one life and then decide where we go. And they say this will make the person more interested. If that's the truth, if the logic is that if you believe you only have one life, если логика такова, что вы верите, что у нас только есть одна жизнь, this is supposed to make you more strict. И то, что это должно сделать вас более строгим в следовании. We see that the vast majority, 99.9% of Christians, Muslims, believe they only have one life. И вот 99% христиан и мусульман не верят в то, что мы живем только одну жизнь. And yet they're not strictly following. Тем не менее, не совсем не строго следуют. So they're not strictly following. Они не строго следуют. What is it in New Testament? Lo tiatzak. Как говорится в этом Новом Завете. Thou shalt not kill whatsoever in Hebrew. Не убивай никого. But killing. Но тем не менее убивают. So there's two books here. Вот, в этом году у меня вышло 2 новые книги. This is called. Эта книга называется «Где найти Бхакти». And this is my journal. И в этой книге записан мой дневник. Both available. Сейчас обе эти книги есть в продаже. Поэтому, если вы хотите получить автограф, хотите купить, то это можно сделать. Сейчас мы споем небольшой киртан. И затем то, ради чего вы пришли, будет борщ.
one more question. Yeah. Человек рождается в богатой семье, больной и некрасивый, или в бедной семье, красивый и неуспешный. Как характеризовать это? Если человек рождается в богатой семье, но он может быть некрасивым и больным, или если он рождается в бедной семье, он может быть красивым и здоровым. Как это можно характеризовать? What can you say if a person takes birth in a rich family, but he may be ugly and sick and vice versa? It's mixed. Тогда это смешано. The law of karma is very subtle. Закон кармы очень тонкий. Let me give you an example. Я приведу пример. You know, the Beatles, the most famous group in the world. Beatles — одна из самых популярных групп в мире. John Lennon said the Beatles are more famous than Jesus Christ. Sorry? John Lennon said the Beatles are more famous than Jesus Christ. Джон Леннон сказал, что Beatles были более популярны, чем Иисус Христос. He was very presumptuous. Он был довольно самонадеян. So you got John Lennon when he was born, not good karma, Когда Джон Леннон родился, была не очень хорошая карма, average. такая средняя. He knew his parents, Были родители, but he wasn't wealthy. но он не был богатым. And all of a sudden he's 20 years old, И вдруг, когда ему было 20 лет, and the Beatles become world famous. тогда Beatles стали известны по всему миру. And he becomes so famous, they figured he could have become the president. He had so many supporters, they figured he could have become the president of America if he wanted. И у него было столько последователей, поклонников, что посчитали, что он бы мог стать президентом Америки. Fabulously rich. Он стал сказочно богатым, Multi-millionaire. мультимиллионером. But more than that, he was able to guide, he was able to change society. Но больше того, он мог менять мнение общества. You know, when the Beatles went to the East, then everyone got interested in the Eastern philosophy. Когда Битлз заинтересовались Востоком, то весь мир также заинтересовался восточной философией. When they started fiddling with drugs, everyone else started fiddling with drugs. Когда они начали баловаться с наркотиками, то все начали тоже это делать. In other words, not just rich, but very powerful people. То есть они были не просто богатыми, но очень могущественными людьми. So then one night, he's walking out of his hotel, И затем одним вечером он вышел из своего отеля, and bam, finished. и все, его застрелили. So that's karma. Это карма. Normal karma, Обычная средняя карма, very wealthy, so-called materially good karma, очень богатая, так называемая большая материальная карма, хорошая, и затем убийство. this is how karma works. Так действует карма. They say that Albert Einstein has a successor. Говорили, что у Альберта Эйнштейна был последователь, преемник. They call him Stephen Hawkins. И его назвали Стивен Хокинс. Lives in Oxford, which is where I come from. Он жил в Оксфорде, это то, откуда я родом. They say his mind is brilliant, Говорят, что его ум очень острый. but he has a nervous disease, Однако, тем не менее, у него болезнь нервов. and his muscles are degenerated. И его, из-за этой болезни его мышцы, они дегенерировали. Now he's not able to move anything in his body, И он не может пошевелить никакой частью своего тела. and he lives in a wheelchair Он живет в кресле коляске, connected to a computer. которая присоединена к компьютеру. And the way he talks is by blowing И он разговаривает с помощью того, что он дует. into a straw Он дует на соломинку, connected to the computer. которая связана с компьютером. Karma. Это карма. Supposed to be very intelligent. Он очень разумный. He writes all about theoretical physics, Он все пишет о теоретической физике, a black hole theory. о теории черных дыр. Yet he's physically retarded almost 99%. Но тем не менее физически он полностью ни на что не годен, на 99%. This is karma. Тоже карма. There was one man, he was a journalist, Один мужчина, он был журналистом, extremely fit. очень сильный. Suddenly he had some disease, Неожиданно заболел болезнью. and he wasn't able to control, he lost control of his entire body.
И он утратил контроль над своим телом. The only thing he could do was blink. И единственное, что он мог делать, это моргать. That's all. И все. He wrote a book, blinking. И он написал целую книгу, моргая. The secretary would say this word, И секретарь ему говорил, вот это слово, like no, but. например, «но». And if he blinked, it means use the word. Если он один раз моргал, то значит надо это слово And if писать. you blink twice, don't use the word. А если 2 раза моргал, значит не то слово. So he couldn't move his body Он не мог двигать своим телом, except blink. кроме моргания. But before he was so athletic. Но до этого он был атлетом. This is karma. Поэтому так действует карма. It's very complicated. Это все запутано достаточно. We had a man in the temple in South Africa. У нас был один мужчина в храме Южной And he Африки. was in charge of maintenance. Он отвечал за поддержание храма. Before he came to work, he used to swim 2 kilometers a day. И перед тем, как пойти на свою работу, он 2 километра плавал. Incredibly fit. Был очень здоровый, 45. 45 лет. And one day in the temple, he had a pain in his heart. Однажды в храме у него что-то в груди заболело. So no one took it seriously. Никто к этому серьезно не отнесся. They thought, no, he's so healthy. Они все подумали, да он такой здоровяк. It must be flu or something. Просто может грипп там или что-то. So the accountant said, go and sit in my car, I'll drive you to the hospital. И бухгалтер сказал, что ты садись в мою машину, я тебя отвезу в больницу. So the man sat in the accountant's car, but the accountant was a little busy on the phone. И он пошел, сел в машину, но бухгалтер немного заговорился по телефону, был занят разговором по телефону. So this man was waiting in the car. И этот мужчина ждал в машине. And then he had another heart attack in the car. Затем в машине с ним произошел еще один сердечный He was приступ. vomiting everywhere. Его вырвало. And the devotees came running and said, quickly, take him to the hospital. И преданные прибежали и сказали, быстро вези его в больницу. And they drove him to the hospital. И его отвезли в больницу. And he died. И он умер. He couldn't even make it to the... They couldn't even get him out of the car. He was dead. Его не успели даже вынести из машины. Он уже был мертв. But he used to tell me how every day he swam 2 kilometers. Но он мне рассказывал, что каждый день он плавал 2 километра In the summer. летом. And in the winter he'd run 10 kilometers. А зимой он бегал 10 километров. This is called karma. Называется карма. It's very complicated. Но достаточно запутанно. But Krishna says, you become my devotee, and I'll protect you from all sinful reactions. Однако Кришна говорит, если ты станешь моим преданным, то я защищу тебя от всех греховных реакций. Sinful reactions means our karma. Греховная реакция это означает наша карма. Yeah. Prabhupada one time, he said that he said an astrologist in India Прабхупада сказал, что один астролог в Индии, said that Nehru, who was the first prime minister of India, что Неру, который был первым премьер-министром Индии, in his next life в следующей жизни has taken birth родился as a boxer dog как собака-боксер in Sweden. в Швеции. Now Prabhupada didn't say whether that was true or not, Прабхупада не сказал, правда это или нет, but he said an astrologist said that. но он сказал, что один астролог сказал, Karma. это карма, It's very complicated. очень запутанно. So we just surrender to Krishna, Поэтому нам просто надо предаться Кришне, and he takes away our karma. и Он заберет у нас карму.